Иван Крестьянский сын и чудо-юдо. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик и старуха. Было у них 3 сына. Младшего звали Иванушка. Жили они, не ленились. Целый день трудились, пашню пахали, да хлеб засевали. Разнеслась вдруг в том царстве-государстве весть. Собирается чудо-юдо поганое на их землю напасть, всех людей истребить, города, села огнем спалить. Затужили старик со старухой, загоревали, а сыновья их утешают. «Не горюйте, батюшка и матушка, пойдем мы на чудо-юдо, будем с ним биться насмерть. А чтобы вам одним не тосковать, пусть с вами Иванушка остается, он еще очень молод, чтобы на бой идти». «Нет, — говорит Иван, — не к лицу мне дома оставаться да вас дожидаться. Пойду и я с чудом-юдом биться». Не стали старик с старухой Иванушку удерживать, да отговаривать. Снарядили они всех 3 сыновей в путь-дорогу. Взяли братья мечи булатные, взяли котомки с хлебом, солью, сели на добрых коней и поехали. Ехали они, и приехали в какую-то деревню. Смотрят, кругом ни одной живой души нет. Все повыжжено, поломано. Стоит одна маленькая избушка, еле держится. Вошли братья в избушку, а лежит на печке старуха да охает. «Здравствуй, бабушка», — говорят братья. Здравствуйте, добрые молодцы. Куда путь держите? «Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на Калинов мост. Хотим с чудом-юдом сразиться, на свою землю не допустить». Ох, молодцы, за дело взялись. Ведь он, злодей, всех разорил, разграбил, лютой смерти предал. Ближнее царство хоть шаром покати. И сюда заезжать стал. В этой стороне только я одна и осталась. Видно, я чудо-юдо на еду не гожусь. Переночевали братья у старушки, а поутру рано встали и отправились снова в путь-дорогу. Подъезжают к самой реке Смородине, к Калинову мосту. По всему берегу лежат кости человеческие. Нашли братья пустую избушку и решили остановиться в ней. «Ну, братцы, — говорит Иван, — заехали мы в чужедальнюю страну. Нам надобно ко всему прислушиваться да приглядываться. Давайте-ка по очереди на дозор ходить, чтоб чудо-юдо через Калинов мост не пропустить». В первую ночь отправился старший. Прошел он по берегу, посмотрел на реку Смородину. Все тихо, никого не видно, ничего не слышно. Он лег под ракитой в куст и заснул крепко, захрапел громко. А Иван лежит в избушке и никак заснуть не может. Не спится ему, не дремлется. Как пошло время за полночь, он взял свой меч булатный и отправился к реке. Смотрит, под кустом старший брат спит. Во всю мочь храпит. Не стал его Иван будить, спрятался под Калинов мост, стоит, ждет. Переезд сторожит. Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы закричали. Выезжает чудо-юдо о 6 головах. Выехал он на середину Калинового моста, конь под ним споткнулся, черный ворон на плече встрепенулся, позади черный пес ощетинился. Говорит чудо-юдо шестиголовое: «Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего черный ворон встрепенулся? Почему черный пес ощетинился? Ха-ха-ха! Или чуете, что Иван Крестьянский сын здесь? Так он еще не родился. А если и родился, так на бой не сгодился. Я его на одну руку посажу, другой прихлопну. Только мокренько будет. Ха-ха-ха-ха!» Вышел тут Иван, крестьянский сын, из-под моста и говорит: «Ты это, не хвались давай, чудо-юдо поганое. Не подстрелив ясного сокола, рано перья-то щипать. Не узнав доброго молодца, нечего хулить его. Давай-ка лучше силы пробовать. Кто кого одолеет, тот и похвалится». Вот они сошлись, поравнялись, да так жестоко ударились, что кругом земля простонала. Чудо-юдо не посчастливилось. Иван Крестьянский сын с одного размаху сшиб ему 3 головы. «Стой, Иван Крестьянский сын!» — кричит чудо-юдо. «Дай мне роздыху!» «Что за роздых?
У тебя, чудо-юдо, 3 головы, у меня 1. Вот как будет у тебя 1 голова, тогда и отдыхать станем». Снова они сошлись, снова ударились. Иван Крестьянский сын отрубил чудо-юду и последние 3 головы. После того рассек туловище на мелкие части и побросал в реку Смородину, а 6 голов под Калинов мост сложил. Сам в избушку вернулся. Поутру приходит старший брат и говорит: «Ребята, ничего я не видел, даже муха мимо меня не пролетала». А Иван ему ни словечко на это не сказал. На другую ночь отправился в дозор средний брат. Походил он, посмотрел по сторонам и успокоился. Забрался в кусты и заснул. Иван и на него не понадеялся. Как пришло время за полночь, он тотчас снарядился, взял свой острый меч, пошел к реке Смородине, спрятался под Калинов мост и стал караулить. Вдруг на реке воды взволновались. На дубах орлы раскричались. Выезжает чудо-юдо 9-головые. Только на Калинов мост выехал. Конь под ним споткнулся, черный ворон на плече встрепенулся, позади черный пес ощетинился. Чудо-юдо коня по бокам, ворона по перьям, пса по ушам. «Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего черный ворон встрепенулся? Почему черный пес ощетинился? Или чуете, что Иван Крестьянский сын тут? Так он еще не родился, а если родился, так на бой не сгодился. Я его одним пальцем убью. Ха-ха-ха!» Выскочил Иван, крестьянский сын из-под Калиного моста. «А ну-ка, погоди, чудо-юдо, не хвались, прежде чем за дело примирись. Еще неведомо, чья возьмет». Как махнет Иван своим булатным мечом раз, два, так и снес у чудо-юдо 6 голов. А чудо-юдо ударил по колено Ивана в землю вогнал. Иван Крестьянский сын захватил горсть земли, бросил своему супротивнику прямо в глазище. Пока чудо-юдо глазище протирал да прочищал, Иван срубил ему остальные головы, потом взял туловище, рассек на мелкие части, побросал в реку Смородину, а 9 голов под Калинов мост сложил. Сам в избушку вернулся, лег и заснул. Утром приходит средний брат. «Ну что?» – спрашивает Иван. «Не видал ли чего за ночь-то?» «Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар рядом не пищал». «Ну, коли так, пойдемте со мной, братцы дорогие, я вам и комара, и муху покажу». Привел Иван братьев под Калинов мост, показал им чудо-юдовы головы. «Вот, — говорит, — какие здесь по ночам мухи да комары летают. Вам не воевать, а дома на печке лежат». Застыдились братья, засмущались. «Сон, — говорят, — сон нас повалил». На 3-ю ночь собрался идти в дозор сам Иван. «Я, — говорит, — на страшный бой иду, а вы, братцы, всю ночь не спите. Прислушивайтесь. Как услышите мой посвист, выпустите моего коня и сами ко мне на помощь бежите». Пришел Иван к реке Смородине, стоит под Калиновым мостом, дожидается. Только пошло время за полночь, сырая земля закачалась, воды в реке взволновались, буйные ветры завыли, на дубах орлы закричали. Выезжает чудо-юдо 12-головые. Все 12 голов свистят, все 12 огнем пламенем пышут. Конь чудо-юдо о 12 крылах, шерсть у коня медная, хвост и гривы железные. Только въехал чудо-юдо на Калинов мост, конь под ним споткнулся. Черный ворон на плече встрепенулся. Черный пес позади ощетинился. Чудо-юдо коня плеткой по бокам, ворона по перьям, пса по ушам. «Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего черный ворон встрепенулся? Почему черный пес ощетинился? Или чуете, что Иван Крестьянский сын здесь? Так он еще не родился, а если и родился, так на бой не сгодился, и только я дуну, его и праху не станет». Вышел тут из-под Калинового моста Иван Крестьянский сын. «Ну-ка ты погоди хвалиться, как бы не осрамиться». «Это ты, Иван Крестьянский сын, зачем пришел?» «На тебя, вражьи силы, посмотреть, твоей крепости испробовать». «Куда тебе мою крепость-то пробовать? Ты муха передо мной!» Отвечает Иван Крестьянский сын чуду-юду. «Я пришел не тебе сказки рассказывать, не твои слушать. Я пришел насмерть воевать, от тебя, проклятого, добрых людей избавить.
Размахнулся Иван своим острым мечом, срубил Чудо-Юду 3 головы. Чудо-Юдо подхватил эти головы, чиркнул по ним своим огненным пальцем, и тотчас все головы приросли, будто из плеч не падали. Плохо пришлось Ивану, крестьянскому сыну. Чудо-Юдо свистом его оглушает, огнем жжет, палит, искрами осыпает, по колено в сырую землю загоняет, а сам посмеивается. Не хочешь ли отдохнуть, поправиться? Ха-ха-ха, Иван, крестьянский сын! «Что за отдых, по-нашему, бей, руби, себя не береги», — говорит Иван. Свистнул он, гаркнул, бросил свою правую рукавицу в избушку, где братья остались. Рукавица все стекла в окнах повыбила, а братья спят и ничего не слышат. Собрался Иван с силами, да и сильно рубанул и срубил Чудо-Юду 6 голов. Чудо-Юдо подхватил свои головы, черкнул огнем, и опять все головы на местах. Кинулся тут на Ивана, забил его по пояс в сырую землю. Видит Иван, дело плохо. Снял левую рукавицу, запустил в избушку, рукавица крышу пробила, а братья спят, ничего не слышат. В 3-й раз размахнулся Иван, крестьянский сын, еще сильнее срубил Чудо-Юду 9 голов. Чудо-Юдо подхватил их, черкнул огненным пальцем, головы опять приросли. Бросился он тут на Ивана и вогнал его в землю по самые плечи. Снял Иван свою шапку, бросил в избушку. От того удара избушка зашаталась, чуть по бревнам не раскатилась. Тут только братья проснулись и слышат, Иванов конь громко ржет, да с цепи рвется. Бросились они на конюшню, спустили коня, а следом за ним и сами Ивану на помощь побежали. Иванов конь прибежал, начал бить Чудо-Юдо копытами. Засвистел Чудо-Юдо, зашипел, стал искрами коня осыпать. А Иван, крестьянский сын, тем временем вылез из земли, приловчился и отсек Чудо-Юду огненный палец. После того давай рубить ему головы. Шип все до единой. Туловище на мелкие части рассек и побросал все в реку Смородины. Прибегают тут братья. «Эх вы, Сони!» — говорит Ваня. «Из-за вашего сна я чуть-чуть головой не поплатился». Привели его братья к избушке, умыли, накормили, напоили и спать уложили. Поутру ранешенько Иван встал, начал одеваться, обуваться. «Куда это ты в такую рань поднялся?» — говорят братья. «Отдохнул бы после такого побоища». «Ну уж нет», — отвечает Иван. «Не до отдыха мне. Пойду к реке Смородине свой платок искать». Обронил таки. «Охота тебе», — говорят братья. «Заедем в город новый купишь». «Нет, мне тот нужен». Отправился Иван к реке Смородине, перешел на тот берег через Калинов мост и прокрался к Чудо-Юдовым каменным палатам. Подошел к открытому окошку и стал слушать, не замышляет ли здесь еще чего. Смотрит, сидят в палатах 3 Чудо-Юдовы жены, да мать, старая змеиха. Сидят они, да сами сговариваются. Старший говорит: «Я Ивану отомщу, за моего мужа забегу вперед, когда он с братьями домой возвращаться будет, напущу жары, а сама оборачусь колодцем. Захотят они воды испить, и с первого же глотка лопнут». «Это ты хорошо придумала», — говорит старая змеиха. Вторая говорит: «А я забегу вперед и оборачусь яблоней. Они захотят яблочко съесть, тут их разорвет на мелкие частички». «Это ты хорошо придумала», — говорит старая змеиха. «А я, — говорит третья, — напущу на них сон, да дремоту, а сама забегу вперед и оборачусь мягким ковром с шелковыми подушками. Захотят братья полежать, отдохнуть, тут-то их и спалит огнем», — отвечает ей змеиха. «И ты хорошо придумала. Ну, невестки мои любезные, если вы их не сгубите, то завтра я сама догоню их и всех 3 проглочу». Ха-ха-ха. Иван все это выслушал и вернулся к братьям. «Ну что, нашел платочек?» «Ну, конечно же, нашел. И стоило время на это тратить?» «Стоило, братцы». После того собрались братья и поехали домой. Едут они степями, едут лугами, а день такой жаркий, что терпения нет. Жажда замучила. Смотрят братья, стоит колодец, в колодце серебряный ковшик. Иван говорит: «Не пейте, друзья». А ему братья отвечают: «Давай-ка остановимся, холодной водицы выпьем и коней напоим». «Ну, неизвестно, какая вода в том колодце, — говорит Иван, — может, гнилая да грязная». Соскочил он с своего доброго коня, начал этот колодец мечом сечь да рубить. Завыл колодец, заревел дурным голосом. Вдруг спустился туман, жара спала, и пить не захотелось.
Вот видите, братцы, какая вода в колодце была, говорит Иван. Поехали дальше. Долго ли ехали, увидели яблоньку. Висят на ней спелые да румяные яблоки. Соскочили братья с коней, хотели было яблочки порвать, а Иван, крестьянский сын, забежал вперед и, давай яблоню мечом, сечь да рубить. Завыла яблоня, закричала. Видите, братцы, какая это яблонь, невкусные на ней яблоки. Сели братья на коней, едут дальше. Ехали они, сильно утомились. Смотрят, на поле ковер мягкий, на нем подушки пуховые. «Полежим на этом ковре, отдохнем немножко», — говорят братья. «Нет, братья, не мягко будет на этом ковре лежать», — отвечает Иван. Рассиделись на братья. «Что ты за указчик нам? Того нельзя, другого нельзя». Иван в ответ ни словечка не сказал, снял свой кушак и на ковер бросил. Вспыхнул кушак пламенем, ничего не осталось на этом месте. «Вот и с вами то же самое было бы», — говорит Иван. Подошел он к ковру и, давая его мечом рубить, на мелкие кусочки разрубил. Разбросал в стороны и говорит: «Напрасно вы ворчали на меня, ведь и колодец, и яблонька, и ковер этот — это все чудо-юдовы жены были. Хотели нас погубить, да не удалось им это. Сами все погибли». Едут дальше. Вдруг небо потемнело, ветер завыл, загудел, а летит за ними сама старая змеиха. Разинула пасть от неба до земли, хочет Ивана с братьями проглотить. Тут молодцы, не будь дурны, вытащили из своих котомок дорожных по пуду соли и бросили змеихи в пасть. Обрадовалась змеиха, думала, что Ивана, крестьянского сына, с братьями захватила. Остановилась и стала жевать соль, а как раз пробовала, да поняла, что это недобрые молодцы. Снова помчалась в погоне. Видит Иван, что беда неминучая. Припустил коня во всю прыть, а братья за ним. Скакали, смотрят, стоит кузница, а там 12 кузнецов работают. «Эй, кузнецы, — говорит Иван, — пустите-ка нас в свою кузницу». Пустили они братьев, а сами за ними кузницу на 12 железных дверей закрыли, на 12 кованых замков. Подлетела змеиха к кузнице и кричит: кузнецы, отдайте мне Ивана, крестьянского сына, с братьями». А кузнецы в ответ: «Ну-ка ты языком там своим попробуй-ка, открой двери, тогда и возьмешь». Принялась она открывать железные двери, пыталась, 11 дверей открыла, и осталась всего одна дверь. Устала, села отдохнуть. Тут Иван, крестьянский сын, выскочил из кузницы, поднял змеиху, да со всего размаху ударил ее о сырую землю. Рассыпалась она на мелкий прах, а ветер тот прах во все стороны развеял. С тех пор все чудо-юдо да змеи в том краю повывелись, без страха люди стали жить. А Иван, крестьянский сын, с братьями вернулся домой к отцу, к матери, и стали они жить да поживать, поле пахать да хлеб собирать. И сейчас живут.